Друзья, всем большой привет, с вами Лада, и я к вам снова с одной долгожданной посылочкой с Алиэкспресс, но перед этим очень хочется у вас спросить, как вы отметили и встретили Новый год. Делитесь впечатлениями в комментариях, будет очень интересно почитать. Новый год у меня начался с хороших новостей, мне наконец-то пришла долгожданная посылка с Алиэкспресс, она также затерялась, как и первая моя посылочка с палитрами, и она шла дольше всех, в общем, не надеялась ее на самом деле уже увидеть, но когда я получила уведомление о том, что что-то меня ждет на почте, мне было действительно это как сюрприз. Это, как вы уже догадались из названия, кисти. Сейчас посмотрим, распакуем, что же это за кисти. И знаете, эта посылочка уже была открыта. То есть, в принципе, она ни на чем не держалась. Я подозреваю, что ее открывали на таможне, смотрели содержимое. В последнее время это очень часто случается. Так, вроде бы все достала. Вот так это все упаковано. Мне кажется, что это тоже открывали, смотрели. Процесс распаковки в этот раз прошел быстро. Не успели насладиться процессом. Да, это мои долгожданные кисточки для акварели, которые я купила в одном проверенном магазине. Очень многие покупают в этом магазине кисточки, ссылочку на него я оставлю в описании под видео обязательно. Очень хороший магазин, очень хорошие кисти у них. Мне этот магазин порекомендовала Оля с канала Свекла Арт, за что ей огромное спасибо. Кстати, вот знаете, чему я сейчас удивлена, это то, что вот две кисточки, смотрите, в каком футляре находятся. Одна в одном колпачке и другая. Очень необычно, потому что я в этом магазине заказывала давненько кисточку себе, она приходила просто вот в таком пакетике. Давайте откроем сейчас, посмотрим, какие тут кисти. Это кисти для акварели, они с тонким кончиком. Я подозреваю, что тут смешанный состав, то есть синтетика. Здесь, например, вот заявлена белочка с синтетикой. Очень хочется посмотреть, как они в деле. Они должны быть упругие, как заявлено. Будем смотреть. Сейчас тестировать. Номер 6, но она довольно-таки крупная по своей ширине. Например, если сравнивать с какими-то аналогами российскими производителями или же импортными, они все большего размера, чем наши кисточки. Так, вот я как-то заказывала себе раньше еще вот такую кисточку, рыженькую, но она была большего размера. Я не попала просто в размер. Сейчас покажу. Смотрите, какая у меня такая кисточка. Я ее использую для заливок больших. Это номер 10. А в этот раз я заказала номер 4. Она, кстати, тоже-то не маленькая, но тем не менее она мне больше по размеру подходит. Это тоже какая-то мягкая синтетика, очень приятная кисточка. Это прям подарок на Новый год. Так, следующая кисточка. Здесь тоже какой-то смешанный состав, типа натуральная белочка с синтетикой или что-то типа того. Вот у всех кисточек вот такое крепление. Это означает, что ворс сюда уходит в глубину хотя бы на 1 сантиметр. Это очень хорошо для акварели, так как сами кисти набирают очень много воды в себя и много отдают. Очень-очень нравится мне эта кисточка, тоже у меня есть она, но большего номера, это номер 6, такая большая, достаточно мягкая, очень упругая, то есть ей можно и как заливки, и писать можно, какие-то элементы прописывать. Ух, очень-очень рада. И 4-я кисточка. Мне ее как раз не хватало вообще в работе. Это вот такая вот тоненькая кисточка линер. Она сейчас так называется, если я не ошибаюсь. Вот кто знает, поправьте меня. Может быть, я как-то не так ее называю. Вот она такая тоненькая. Все они чем-то пропитаны, поэтому сейчас они жесткие, надо их водичкой размачивать. А тоненькая, это тоже набирает в себя достаточно много воды, отдает, и с помощью нее можно прописывать такие длинные тонкие линии. Сейчас тоже ее на деле проверим. И вот такой колпачок, ее можно так хоба и закрыть. Так, проверяем эти кисточки в деле. Перед тем, как их использовать, их желательно размочить, иначе они жесткие такие. Можно размочить их в мыльной воде, а можно в простой. Просто нужно подольше подождать, пока они станут мягкими.
тоненькая, размочилась очень быстро. С нее мы начнем нашу проверку. Кисточка эта очень тоненькая, очень длинная. И давайте посмотрим, какие линии она дает нам. Очень долго ведет линию. И линии получаются достаточно тонкие. Можно этой кисточкой сделать и потолще линии. Но что мне нравится, это то, что все-таки она набирает очень много воды. И ей можно очень долгие линии прописывать. Смотрите, я все пишу и пишу, и линия не останавливается. Кисточка суперская просто. В моей работе она очень даже пригодится. Давайте посмотрим на следующую кисточку. Следующая у нас кисточка уже готова практически. Это у нас вот такая кисточка. Я так понимаю, что это микс белки и синтетики. Если я не ошибаюсь, я подпишу в описании обязательно. Она тоже достаточно много воды берет. Ей можно делать как вот такие вот толстые линии, какие-то элементы, заливку делать. Либо можно делать также и тоненькие, потому что кончик у нее тоненький. Сейчас посмотрим, как тоненькие линии она тоже ведет. Ну, я бы не сказала, что кончик прям очень-очень тоненький, но тем не менее какие-то элементы прописывать ей можно. Так, следующая кисточка, которая у нас уже размочилась. Это вот такая толстая кисточка. Это, если я не ошибаюсь, тоже белка с синтетикой, какой-то микс или просто белка. Давайте посмотрим. Если честно, в размер я не попала. Я думала, что она будет чуть-чуть поменьше, но брала я ее для заливок. Я думаю, что для этих целей она очень даже пригодится. Смотрите, сколько влаги она в себе берет. Вот пишешь, и у нее до сих пор пигмент внутри. То есть на самом деле кисточка просто шикарная. И тоненький кончик, даже тоньше, чем вот у той черной предыдущей. То есть ей можно делать вообще очень тоненькие линии. Круто. Очень круто. Мне эта даже кисточка больше понравилась, чем вот эта вот. Но тем не менее, тоже в хозяйстве пригодится и это, и это. Так, и последняя кисточка, она, кстати, еще не размочилась, она очень-очень твердая. Но только начался процесс, сейчас подождем еще немножко. Теперь тестируем последнюю кисточку. Это вот такая вот рыженькая. Это, как мне кажется, полностью синтетика, но синтетика очень-очень мягкая. Так, сейчас посмотрим, как она воду набирает и какой кончик у нее. В акварели очень важно, чтобы у кисточки был тонкий кончик, чтобы она могла прописывать какие-то мелкие детали. Очень хорошо набирается на нее и краска, и много воды она в себя вбирает и отдает достаточно. Смотрите, я могу рисовать и рисовать, да, и так далее, и так далее. Очень нравится. Но мне вот та кисточка первая, которая большого размера, тоже очень нравилась. И вот это вот тоже такая симпатичная получилась. И кончик какой у нее. У нее тоненький кончик. Достаточно тоненький кончик. Тоненькие детали она тоже может прописывать совершенно легко.
что мне, конечно, несомненно, это качество у нее нравится. Ну вот эти 4 красотульки, мне очень они понравились, и по качеству довольно-таки хорошие. Пока они размокали, пока я их тестировала, ни один волосок из них еще не выпал. Конечно, все еще впереди, посмотрим, как они в деле будут себя вести, но, тем не менее, вот на данном этапе они мне очень-очень нравятся. Ссылочку и на магазин, и на кисточки я обязательно оставляю в описании под видео, заглядывайте, может быть, что-то интересное себе присмотрите. В этом магазине также большой ассортимент кисточек и для гуаши, и для акрила, и для масла. Хороший магазин, хорошие кисточки, буду пользоваться с удовольствием. И спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось и оказалось в какой-либо его части полезным. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. С наступившим вас Новым годом! Пока-пока!